Какими бы бравыми не были солдаты, как бы браво они не защищали свою родину, когда они возвращаются домой в массе своей, с ПТСРом, с которым никто не работает, они начинают бить своих жен и детей. Потому что они просто его убивали в какой-то момент, и очень многие люди в итоге стали фигурантами уголовных дел. Оказывается, женщину не нужно бить, и оказывается, она сама этого не заслужила и сама в этом не виновата. И ОМОНовец стоит у меня на волосах. Близорукость по отношению к семейной политике – это просто тотальная фиаско нашего общества. Очень хочется в Москву, но ту в Москву, которая у меня в голове, у меня в душе, а не та Москва, по которой ты идешь и можешь увидеть на театре букву «З». В нашей стране до сих пор 150 миллиардов невыплаченных алиментов. Это матери-одиночки, которые не могут купить своим детям ботинки новые в школу. Как только ты поднимаешь голову выше, тебе по этой голове прилетают. И все тебе говорят: не суйся, не высовывайся, сиди тихо и молчи. Всем привет, с вами Петя Плосков, и сегодня мы продолжаем цикл программ «Мы», в которых я беру интервью у разных профессионалов в своей сфере деятельности. Сегодня мы поговорим о благотворительности, о гендерной дискриминации и о проблемах насилия в нашей стране после 24 февраля. Ну и спасибо огромное, что вы меня смотрите, поддерживаете, не забывайте ставить лайки, помогать распространять это видео и писать комментарии. Ну и, пожалуй, начнем одно из самых долгожданных интервью на этом канале. У меня сегодня в гостях Анна Ривина, российский общественный деятельность, юристка, эксперт по теме домашнего насилия и гендерной дискриминации, создатель и руководитель Центра «Насилию нет», с которым мы, как Плосков Продакшн, и я, как Петя Плосков, очень часто сотрудничаю. Мы с вами уже очень много лет работаем. Я очень рад, что вы сегодня здесь. А также у меня Инга Кудрачева, координаторка нового проекта «Лабиринт», о котором мы сегодня обязательно поговорим. Здравствуйте. 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 Да, наверное, первый вопрос у меня будет к Ане, потому что я не имею права не спросить, что сейчас происходит с Центром «Насилию нет» после 24 февраля. Как вообще сейчас все это выглядит? Я бы, наверное, здесь разделила на две части. Первая часть, что «Насилию нет» — это команда живых людей, которые тоже все это видят, проживают, и все это дается очень легко. И мы постарались сделать как можно больше разных форматов для людей, которые чувствуют себя сейчас не в безопасности, некомфортно, не только в силу домашнего насилия, но просто не знают, как с родственниками говорить или как вообще все это прожить. Поэтому мы открыли наш офис и как коворкинг, и делаем очень много поддерживающих мероприятий. Что касается обращений, у нас нету какого-то безумного роста, и это понятно, потому что у таких событий, как так называемые спецоперации или у любой войны, долгий эффект и долгое эхо, и, конечно же, мы это все еще увидим в будущем. Мы, как и многие некоммерческие организации, столкнулись с тем, что у нас много отписок от пожертвований, у нас меньше денег, из-за этого труднее поддерживать тот же уровень помощи, который был раньше, также тяжелее планировать. Тем не менее, мы понимаем, что нам нужно как раз иметь и больше юристов, психологов, когда будет уже очевидный рост обращений, и нужно будет всем предоставить помощь. Ну и, конечно же, в новом мире мы совершенно по-другому можем заниматься просветительской деятельностью, поскольку тот ряд цензурируемых разных ограничений, он, мягко говоря, не дает называть вещи своими именами, а мы, безусловно, как организация, которая принципиально выступает против насилия, не можем не говорить и не реагировать на то, какое сейчас происходит тотальное насилие на государственном и на межгосударственном уровне. Какой-то больший контроль за вами сейчас происходит после этой даты, потому что вы с 2020 года, если не ошибаюсь, иноагент, и все еще им являетесь, правильно? Потому что да. Вы пытались обжаловать это, но это не вышло. Сейчас какой-то есть дополнительный контроль в связи с тем, что происходит? Ну, у нас и так все в порядке с контролем, поскольку у нас постоянные отчеты в Минюст, у нас аудиты, следят за всеми нашими социальными сетями, чтобы мы все писали как надо, но я четко понимаю, что в списке целей для тотального контроля и уничтожения мы далеко не первые, поскольку есть люди, которые либо более профильно занимаются темой, связанной с войной, либо люди, которые занимаются с беженцами и всеми теми изменениями, которые вот в первую очередь приходят в голову. Я не знаю, есть ли сейчас задача непосредственно портить нам жизнь. Если вдруг такая задача появится, это все сразу произойдет. Мы, конечно же, повторюсь, не первые в этом списке, и я четко понимаю, что как бы мы сейчас не чувствовали себя более-менее комфортно, мы живем в тех реалиях, когда в любой день мы можем просто получить любой документ о ликвидации организации, о признании ее какой-то там самой страшной. Но, к счастью, тьфу-тьфу, сейчас у нас конкретных
новых проблем, кроме как недостатка средств, нету. Вы сказали, что у вас меньше пожертвований сейчас, меньше подписок. А с чем вы это связываете? Это очень просто. Во-первых, об этом действительно говорят абсолютно все организации, которые живут на пожертвования. У людей, во-первых, меньше денег, номер один. Во-вторых, у людей абсолютно непонимание, как эти деньги дальше будут зарабатываться, и нет никакой возможности планировать свой бюджет и планировать свои траты. В-третьих, огромное количество людей, которые нас поддерживали, а мы понимаем, что так или иначе это, скажем так, прогрессивные люди, которые следят за повесткой, следят за какими-то изменениями. Многие из них просто банально уже находятся не в России, и они не пользуются своими российскими картами. То есть они не именно отписались, а просто на их картах нету денег, и поэтому мы этих денег и не можем получить. Люди не знают, как самим выжить бы, поэтому, конечно, благотворительность становится сейчас роскошью, которую не все могут себе позволить. Есть ли связь с той военной агрессией, которая сейчас идет, да, и насилием в семье, естественно? Мы не видим этот краткосрочный эффект, как вы сказали, он долгосрочный. Что мы увидим через несколько лет? Ну, во-первых, я хотела бы сказать, это действительно очевидная мысль, которую проговаривали уже давно многие мои коллеги и эксперты, что домашнее насилие и государственное насилие работают абсолютно по схожему принципу. Многие начали об этом говорить так подробно, объяснять, когда начались протесты в Беларуси, потому что если мы посмотрим на ситуацию в Беларуси, как это выглядит? Выглядит так, что народ приходит и говорит: сори, чувак, но мы больше не хотим с тобой быть ни в каких отношениях, давай, пожалуйста, пойдем в разные стороны. Но, тем не менее, человек, который не может смириться с этим решением, говорит: нет, вы будете со мной в любом случае, если вы не хотите, я вас заставлю, потому что мы должны с вами быть в любой радости и в горе, и, в общем-то, выбора у вас нет, поскольку домашнее насилие, как и насилие государственное и какое-либо еще, это вопрос именно контроля, когда не обе стороны могут на равных выбирать, хотят они быть вместе, как они хотят быть вместе, или они не хотят иметь ничего общего. А когда один человек абсолютно, или одна система абсолютно в вертикальном, иерархичном смысле за всех остальных принимает решение, как будет дальше, и наказывает тех, кто с этим решением не согласен. В России до сих пор насилием пронизаны абсолютно все сферы общественной жизни, политической в том числе. У нас люди привыкли, что они абсолютно бесправны на работе, когда им платят в конвертах. Люди привыкли, что если учитель их там может унижать, то значит как бы нужно этому подчиняться. Не говоря уже про армию, не говоря про больницы, не говоря про все те места, где, по сути, человек не должен сталкиваться с унижением. За многие годы работы и моей организации, и коллег, которые работают намного больше, так или иначе мы не смогли максимально большому количеству людей в нашей стране и государству в первую очередь объяснить, что, оказывается, женщину не нужно бить, и, оказывается, она сама этого не заслужила и сама в этом не виновата. Поэтому, без сомнения, то, что мы сейчас видим, эти зачатки были у нас исторические, и не было потрачено очень много сил, чтобы это выкорчевывать из нашего сознания. И когда сейчас весь мир пугают картины, произошедшие в Буче или где-то еще, для женских организаций, которые занимаются темой насилия, это не сюрприз, потому что мы давно прекрасно знали, как ведут себя силовики, как ведут себя полицейские, как ведут себя военные. Более того, есть международный опыт, который доказывает, что какими бы бравыми не были солдаты, как бы браво они не защищали свою родину, когда они возвращаются домой, в массе своей с ПТСРом, с которым никто не работает, они начинают бить своих жен и детей. И это данность. Почему сейчас нету такого большого сразу всплеска? По нескольким причинам. Во-первых, люди еще не все вернулись домой и не начали показывать все те последствия, которые произошли с их головой, как они привыкли вообще видеть это насилие, и насколько у них изменилось понятие нормы. А во-вторых, когда люди живут в абсолютной непредсказуемости, когда им страшно и непонятно, что будет завтра, они не готовы делать резкие какие-то изменения в своей жизни и уйти от мужчины, который тебя обижает, когда ты не знаешь, будет ли у тебя работа, чем кормить детей и вообще как на это отреагируют, очень страшно. Не будем забывать, что в нашей стране до сих пор это называется спецоперацией. Люди даже не могут прийти и сказать психологу о том, что дома у них есть разногласия на тему войны, потому что они не знают, могут ли они позволить себе это слово произносить вслух. Мы уже видим, как разные родственники пишут друг на друга в разные государственные органы доносы, что кто-то неправильно относится к этому или кто-то не исполняет свой военный долг. Все очень плохо, и сейчас это все только в зачатке, и, конечно, это будет больше, но при всем при том, что будет расти само насилие, будет расти еще и латентность этого насилия, то есть о нем будут меньше говорить. По сути, вся просветительская деятельность по теме насилия направлена на то, чтобы люди переставали бояться об этом говорить, чтобы люди могли открыто прийти и сказать: у меня случилась такая беда, мне нужна помощь. Сейчас, когда так много ограничений, так много непонятного,
Людям просто банально страшно прийти у профессионалов, попросить о своей помощи, не говоря уже о том, когда это насилие будет непосредственно со стороны солдат, которые будут иметь огромное количество иммунитетов в государственной системе, в судебной системе. И мы все прекрасно помним, кто из фильмов, кто из опыта своих семей, из семей друзей, когда приходили мужчины из Чечни, из Афгана, всем казалось, что им можно делать все, что угодно, потому что они такие бедные, несчастные, они прошли такой ужас, поэтому чего от него хотеть. Сейчас мы увидим то же самое, только не будем забывать, что численность мужчин, которые принимают участие в этом всем, оно очень-очень большое. И это все регионы, это все не большие города, поэтому, когда все бы происходило, например, с москвичами или с питерцами, или с людьми из миллионников, то об этом бы сразу кричали все СМИ, это сразу было бы на виду, это было бы всем важно. Сейчас взяли самые нищие регионы, несчастных ребят отправили туда, они придут и также в абсолютной тишине и абсолютной неизвестности будут делать дома то, что женщины не смогут даже пойти и кому-то рассказать, потому что от этого не будет никакого толка, и главное, не будет тех мест, где им будет предоставлена помощь. Подскажите, пожалуйста, вся та деятельность общественная и просветительская, которую делали вы, которую делали многие журналисты, другие фонды, я в том числе частично на своем канале, все эти годы, правильно ли я понимаю, что она вся была как будто бы зря? Нет. Вот очень хотелось бы именно ваших оптимистичных слов на этот счет. Мне кажется, в любой ситуации действительно очень важно видеть что-то и хорошее, и положительное, потому что не бывает ничего однобокого. Я говорила последние годы, что я вижу абсолютно очевидную тенденцию. В то время, когда наше государство деградировало с точки зрения реагирования на насилие в разных его проявлениях, наше общество очень эволюционировало, и в этом очень большой вклад и журналистов, и опять-таки блогеров, которые на большую аудиторию об этой теме все и рассказывали. Огромное количество людей в нашей стране за последние годы изменили свое отношение к насилию. Если бы мы не сделали этого, сейчас бы этого было просто больше бы. И не все бы думали о том, что эта проблема вообще существует, и на нее нужно обращать внимание. Во-первых, каждый человек, который изменил свое мнение или хотя бы задумался, это уже победа. Ну и, конечно же, каждый человек, который пришел за помощью и получил эту помощь, это уже в иудаизме есть такая доктрина, она спорная, не знаю, или очевидная, что если ты спас одну жизнь, то ты спас весь мир. И, в общем-то, если бы каждый человек исходил из этого, то, конечно, бы не было такого понятия, как теория малых дел. Потому что я не очень понимаю, что такое теория малых дел. Можно много сидеть и кричать: долой кровавый режим, давайте, пусть все будет хорошо. Но мы же прекрасно видим, что зачастую очень многие, скажем так, оппозиционные лидеры, прогрессивные люди совершенно не интересуются тем, что женщина, оказывается, человеку не должны быть права, что ЛГБТ-люди, это тоже, оказывается, люди, чьи права нужно защищать. Потому что от смены вывески политического направления мы все равно не прорабатываем и не меняем вот это вот отношение друг к другу, к людям с разным цветом кожи, разной ориентации, разного пола и гендера. Опять-таки, сейчас сколько идет разговоров про то, что там в Украине фашисты все заполонили, и моя прекрасная подруга Саша Громожапова сделала фонд, который занимается как раз тем, чтобы привлечь внимание, что не все буряты идут и активно принимают участие в этой спецоперации, и в итоге ей были написаны просто тысячи сообщений людей, которые жили в России и сталкивались просто с чудовищным уровнем расизма и национализма. Кто там узкоглазый, кто там цвета кожи, кто-то еще. То есть в России огромное количество проблем, которые за пределами независимого суда, свободных СМИ и тому подобное. И каждый человек должен начинать эту работу с себя. А у нас всем намного проще сидеть и видеть себя экспертами по всем темам, сейчас по вооружению, до этого по ковиду, по Ближнему Востоку, что угодно. А начать с себя работу по изгнанию вот этих вот неприятий, это очень сложно. Люди все время исходят только из своего личного опыта, не понимая, что системная проблема, она выражается не всегда в том, что она коснула тебя или твоих близких, но от того, что происходит очевидная дискриминация в том или ином месте, ее нужно заметить и начать к ней быть чувствительным. Поэтому я считаю, что, конечно же, наша работа и работа наших коллег, она имеет колоссальное значение, поскольку многие люди, благодаря нашей деятельности, как минимум задумались о том, что что-то не так. Но то, что эффективно, что-то может быть и глобально, что-то может быть только при помощи государства, к сожалению, факт. Без государства эффективно система работать не может. И сейчас мы прекрасно знаем, что огромное количество некоммерческих организаций, фондов, к сожалению, замещают собой государственные функции. Было бы лучше, если бы они этого не делали?
Я думаю, что нет, потому что многим людям нужна помощь сейчас, а не когда у нас будет или не будет вообще прекрасная Россия будущего. Ладно, или не будет, а то у меня уже у меня все пессимистичны, но я стараюсь, и все стараются, понимаю. Да. Расскажите, пожалуйста, про свой новый проект «Лабиринт». Я уже знаю о нем, все изучил, мало того, писал статью у себя в Телеграм-канале. Вот для наших зрителей, кто смотрит, поподробнее. Передаю слово. Да, давайте я расскажу. В общем, «Лабиринт» — это проект «Реакция» на происходящее, то есть он заранее никак не планировался, это была Анина идея изначально, которая пришла ей в голову, просто как и многим, я думаю, тем, кто уехал, не уехал из России, когда ты понимаешь, что вот происходит страшное, и ты должен с этим что-то сделать, неважно что. И когда Аня меня позвала в команду, мне кажется, я даже минуту не думала, я сразу согласилась, потому что я до этого уже несколько недель находилась там в состоянии, я почти уехала там куда-то на границу с Молдовой просто разливать суп для беженцев, потому что я сидела и сходила с ума от своего просто бессилия, вот. И «Лабиринт», конечно, это такая история, мне кажется, очень важная, потому что, как Аня уже сказала, проблема насилия, особенно гендерного, она такая всегда была куда-то задвинута в сторону, и особенно, когда происходит спецоперация, то есть война, естественно, там права женщин, они отодвигаются куда-то в самый дальний угол, и никому на самом деле нет до этого дела. Может быть, конечно, даже дело есть, но как бы повестка совершенно другая, и новости совершенно другие. Вот, поэтому «Лабиринт» — это проект для женщин, которые столкнулись с насилием в чужой стране. У нас специально сайт сделан на 4 языках, на английском, русском, украинском и белорусском, потому что, конечно же, этот проект в первую очередь ориентирован на тех, кто так или иначе из-за вот этой военно-политической обстановки уехал из своих родных стран, вот, и столкнулся с насилием уже в другой стране. И, как мы все понимаем, когда ты переезжаешь в новую страну, в новое место, ты очень часто не знаешь там даже, где деньги снять или там, где зубную щетку купить, не то, что куда, в какую организацию пойти, если ты столкнулся с такой проблемой. И наша главная задача — это оказать такую экстренную помощь этим женщинам, снабдить их всеми необходимыми инструкциями о том, куда идти, в какую организацию, где запросить себе шелтер, если ты там ушла из дома и тебе совершенно некуда пойти. Все юридические моменты, которые нужно знать про законы, которые в этой стране есть, если там охранные ордера и так далее. Вот эту всю информацию мы собирали очень кропотливо, и сейчас она у нас есть на сайте. Плюс еще мы оказываем бесплатную онлайн психологическую поддержку. То есть у нас есть команда обученных психологов, которые работают с темой насилия, и у вот этих всех женщин, у них есть возможность обратиться к нам, оставить заявку, и в течение суток мы уже связываем ее с нашим психологом, который в формате там, Zoom консультации уже помогает этой женщине экстренно разобраться с тем, что происходит. То есть тут важно еще отметить, что у нас нет задачи сопровождать этих женщин в течение какого-то долгого периода времени. Наша задача вот как бы экстренно оказать ей помощь, сделать так, чтобы она вот сейчас в моменте нашла ресурсы дальше разбираться с этой проблемой. Вот. И, собственно, наверное, самое сложное в этом проекте было то, что мы общались с огромным количеством, с десятками организаций по всей Европе, чтобы собрать у них информацию, которая нужна этим женщинам, потому что, в общем-то, было два пути. Легкий и простой, когда ты просто садишься, гуглишь, все это собираешь в кучу, и был сложный путь идти непосредственно к экспертам местным, запрашивать у них их экспертизу. Вот. И, соответственно, мы делали все инструкции совместно с этими организациями, потом верифицировали их еще дополнительно у них же. И, то есть, как бы вся информация актуальная. И, естественно, это очень важно, потому что как бы и с наплывом беженцев, конечно же, очень многие организации местные столкнулись с тем, что они сейчас там сами сидят по уши в работе, и мы несколько раз сталкивались с тем, что мы писали в какие-то организации в странах Балтии или в Польше, и они говорили: блин, ребят, нам сейчас вообще, мы сидим просто тут в цейтноте уже 2-й месяц, поэтому давайте вы сами составите, а мы вам все верифицируем и, если что, поможем. Поэтому, в общем, такой проект. Ну, по крайней мере, они идут навстречу в данном вопросе. Да, мы ни разу не столкнулись, слава богу, с тем, что с нами отказались сотрудничать какие-то организации заграничные просто потому, что мы из России. Вот, наоборот, все шли навстречу, говорили о том, какой это крутой и важный проект, и, в общем, делали всегда все, что в их силах, чтобы нам помочь. Но я, кстати, хочу добавить, мне кажется, это очень важно, вот если говорить и про насилие, и про то, как государство за нас решило, как нам всем жить в этом и как нам со всем этим справляться, это, опять-таки, всегда очень вертикальные решения. То есть один человек или
приехали группа людей, решать за миллионы, и миллионы просто должны подчиняться этому. Наш же проект намеренно был сделан именно поразительно горизонтальным, что мы включаем туда все организации, и мы как бы с ними со всеми выстраиваем горизонтальные связи. Мы говорим, мы здесь, мы тут, чем мы можем вам помочь, помогите нам. И мне кажется, что когда происходят вот такие вот катастрофы в рамках государственных границ, очень важно, когда люди, придерживающиеся одних взглядов и которые там разбираются в одной и той же теме, общаются напрямую, не какие-то там конференции, где приехал такой-то глава, такой глава, они сели за красивым столом, разошлись, а мы реально как бы общаемся с ними, и мы видим, какие у них проблемы, мы понимаем, какая специфика. И, в общем-то, сейчас самое важное, что есть это люди. Вот это просто действительно только так, потому что когда все системы летят в одно место, самое главное — это вот человек, который человеку остается человеком. Да. Ну и человеку нужен человек. Человеку нужен человек, да. Подскажите, пожалуйста, кто эта девушка, которая обращается в лабиринт, и с какими проблемами вообще чаще всего приходит? Ну, я думаю, девушка, которая обращается в лабиринт, во-первых, это девушка совершенно там из самых разных стран. Несмотря на то, что у нас сейчас инструкция опубликована в основном по странам Европы, в первый же день к нам обратились девушки, например, из Америки, из Колумбии, то есть это самые разные девушки в самых разных местах. Это девушки, которые столкнулись так или иначе с гендерным насилием в незнакомой стране. Они как бы совершенно могут быть разными. То есть это могут быть девушки из Украины, беженки, которые уехали в Европу из-за того, что там их дом бомбили. Это могут быть российские девушки, которые уехали, например, вместе со своим мужем-айтишником и потом столкнулись с тем, что вот муж-айтишник, что с ним пошло не так, а она оказалась одна в незнакомой стране, без какой-то поддержки, потому что женщины часто еще находятся в такой финансовой зависимости от своих партнеров, и, конечно же, когда в чужой стране, где ты там находишься месяц или два, с тобой происходит такое, что ты оказываешься на улице или сталкиваешься с насилием от своего ближайшего человека, как бы, может быть, иногда даже единственного, кого ты знаешь в этой стране, конечно же, это страшная ситуация, и как раз-таки для таких девушек, женщин мы делаем этот проект, чтобы у них всегда была какая-то опора в таких ситуациях, вот, и мы, конечно, всегда готовы их поддержать вот в моменте именно, чтобы дать им возможность не только снабдить их нужной информацией, но, если что, запросить экстренную психологическую поддержку. Еще важный момент, я забыла сказать, у нас есть комьюнити волонтеров по всем странам Европы, мы планируем расширять это комьюнити для того, чтобы у этих пострадавших девушек была возможность запросить помощь волонтера на месте. То есть, понятное дело, мы не сможем закрыть всю планету Земля, как бы нам этого не хотелось, но в крупнейших городах Европы, Америки, там, стран Латинской Америки, я думаю, в какой-то момент у нас уже будет команда волонтеров, какая-то может быть помощь. Иногда это просто какая-то поддержка. Вот ты одна оказалась в этой стране, ты столкнулась с насилием, ты не знаешь, куда идти, и просто наш волонтер, там, скорее всего, это люди, чаще всего со знанием местного языка, каких-то там традиций, обычаев и там знакомые с устройством, не знаю, местной бюрократии, например. Этот человек может помочь сводить тебя в кризисный центр, там, помочь тебе снять побои, сопроводить тебя в больницу или поехать с тобой в полицейский участок. Я не знаю, просто купить сим-карту или там подержать тебя за руку, если тебе это прямо сейчас нужно. Вот. И это тоже, я считаю, важной частью этого проекта, потому что, как мы уже сказали, человеку нужен человек. Вот. И, конечно, в таких ситуациях всегда очень важно, чтобы был человек, который тебе поможет. Да, еще важно, что мы попробовали зайти на тему насилия над детьми, потому что вот если насилию нет, в целом никогда эту проблему отдельно для себя не ставил, и только каких-то там редких точках пересечения это дело, то здесь у нас не было возможности оставить людей вообще без этой информации. Мы разбили это детский блок на 3 подчасти. Это если непосредственно вы применяете к ребенку насилие, не справляетесь с тем, что происходит, и, может быть, нужна психологическая поддержка. Если по отношению к вашему ребенку применяется какое-то насилие, и вы хотите помочь и понять, как бы с этим быть. Если вы сам этот ребенок, и вы не понимаете, как быть и что делать, хотя бы просто сориентироваться. И вот еще 4-я категория, если вы человек, который просто видит насилие по отношению к детям и тоже не понимаете, как быть, потому что в России этот вопрос вечно стоял, а нужно ли звонить в опеку, если сейчас придут, заберут его в детский дом, и где ему лучше, с мамой, папой, которые пьют и бьют, или все-таки в детском доме, где непонятно какие ужасы. Вот в Европе же тоже мы понимаем, что каждый человек, который может увидеть насилие со стороны родителя к своему ребенку, будучи в стрессе, будучи в каком-то ужасном состоянии, стоит перед выбором. А вот сейчас я позвоню, сообщу, а что потом будет с этим ребенком,
ребенком, который только что, например, бежал из Украины, и где ему лучше оказаться. И в таких ситуациях люди не всегда знают ответ, поэтому самое лучшее, что может быть, это действительно пойти почитать инструкции, понять, как это работает, пообщаться с психологом. К примеру, одна из как раз пострадавших, которая к нам уже обращалась, ситуация такая, что они уехали вместе с мужем из-за того, что все происходило. Потом муж начал применять насилие и к ней, и к детям, а они вместе подали на политбеженство, и в итоге они идут как бы одной пачкой по мужу. И вот вопрос, если она сейчас пойдет и заявит об этом, развалится ли дело о беженстве и не депортируют ли их. Нету ответа для всех стран сразу. В каждой стране своя специфика, и люди сидят в шоке, в панике, не знают, что делать. Терпеть ли из-за этого дальше или уходить. И в таких случаях, конечно же, нужно просто стараться задавать вопросы тем, кто может помочь. Еще, кстати, очень важный момент я хочу отметить. Очень часто людям намного проще принять то или иное решение, когда они знают, что гипотетически эта помощь есть. Очень многие пострадавшие даже могут к нам не обратиться, не прийти к нам ногами, не написать нам сообщение, но они знают, что в том случае, если они в случае, когда их обижают, когда на них нападают, когда их пытаются подавить, будут себя отстаивать, они не одни, потому что за их спиной уже стоим мы, точнее, или они за нашей спиной, неважно. И люди просто, посмотрев, что эта проблема действительно существует и есть те, которые могут помочь, они уже по-другому себя будут сами вести, и у них будет больше смелости для того, чтобы что-то изменить. Подскажите, пожалуйста, когда и почему вы уехали из России? Начинай ты, у тебя история поинтереснее. Я уехала из России в октябре 2020 года вслед за своим молодым человеком, который уехал сюда еще осенью 2019. Мы с ним, если честно, никогда особо не собирались уезжать куда-то из Москвы, очень любили этот город, у нас была там прекрасная работа, квартира и так далее, но в июле 2019 года началось московское дело, по которому были осуждены несколько человек, и против многих других были возбуждены уголовные дела. И, в общем, мы с моим мужем, с Борисом, в итоге оказались в нужное время или в ненужное время в ненужном месте. Его начали сбивать сотрудники ОМОНа. Вот, и я попыталась этих сотрудников ОМОНа остановить. Потом в какой-то момент в это все происходящее стали вмешиваться люди, которые тоже очень хотели ему помочь, потому что они просто его убивали в какой-то момент. И очень многие люди в итоге стали фигурантами уголовных дел, те люди, которые пытались нам помочь. Да, там еще есть фотография, которая облетела тоже все СМИ, где Инга валяется на полу, пытается закрыть Борю, у нее белая майка в крови, в общем, там... Да, и ОМОНовец стоит Да. у меня на волосах, ну Да. то есть, да. Кошмар. Борис в итоге оказался в больнице, слава богу, ненадолго, ничего там особо страшного с ним не произошло. И когда он вышел из больницы, у него была запланированная поездка в Киев, потому что у него там живет ребенок от первого брака. И когда он уехал туда, начались аресты вот этих вот людей, которые пытались нам помочь. И мы посоветовались и решили, что ему лучше пока остаться за границей. Потом в какой-то момент, через 2 месяца, он сказал: нет, я возвращаюсь назад, это все невозможно, я хочу жить в Москве. И в тот день, когда он должен был вылетать из Одессы, началась вторая волна арестов. В 5 утра пришли к людям с обысками, и в 8 утра как раз я написала Борису, что давай-ка ты все-таки останешься. Вот. Потом, соответственно, через какое-то время из-за пандемии мы не могли увидеться 8 месяцев, но потом, как только Грузия дала мне возможность приехать сюда, я сразу переехала, и, собственно, мы теперь здесь и живем. Вот. Плюс сейчас сюда переехало огромное количество наших друзей из Москвы, и, в общем-то, вот этого ощущения, что ты живешь в каком-то чужом городе, уже давно нет, поэтому, да, мы переехали по политическим причинам, и, в общем-то, как и многие десятки, может быть, сотни людей, которые сделали это за последние пару лет сюда. Ну, я могу сказать, что у нас немножко разные поводы, точнее не поводы, а периоды отъезда, но я тоже жила абсолютно в своем самом любимом городе, в любимой квартире, где мы только сделали ремонт, обожала ходить на свою работу, в свой любимый офис, и все было хорошо. И когда началось происходить что-то, что совсем не ожидали люди внутри страны, но тем не менее многие за пределами говорили, что будет война, я в первую очередь поняла, что я просто не вижу ни одной для себя причины и возможности оставаться там внутри. И я в первый же день сказала всей своей команде, что я готова всех перевести, и что, да, возможно, мы будем работать не офлайн, а онлайн, и это какие-то имеет
минусы, но тем не менее безопасность важнее всего. Вся моя команда осталась на сегодняшний день. Я единственный человек, который не в России. Весь наш офис, все наши сотрудницы также ходят на работу, и это был их выбор. Я прекрасно понимаю, что действительно это важно проговаривать. Не у всех людей есть возможность уехать. Я очень рада, что у меня такая возможность была. И я совершенно не понимаю, когда я в ближайшие годы или когда вообще я окажусь в Москве, и это очень все сложно, и это очень дается тяжело эмоционально, и я поэтому просто стараюсь об этом не думать, потому что, кстати, могу сказать, мне кажется, что Инга со мной согласится, для меня «Лабиринт» — это был такой еще и побег и от новостной повестки, Абсолютно. и от мыслей, которые происходят в голове, потому что намного проще что-то делать, и каждый день понимать, что ты что-то делаешь маленькое, к тебе приходят люди, кто-то помогает делать этот проект, кто-то получает помощь, и эти все эмоции, они берут верх, потому что когда вот просто все летит непонятно куда, и мысли рассыпаются, когда ты вот на чем-то фокусируешь свое внимание, это помогает, и очень многие психологи опять-таки говорили, что либо работа, либо рутина — это те вещи, которые сейчас вытаскивают. Поэтому очень хочется в Москву, но ту в Москву, которая как бы, ну, грубо говоря, та Москва, которая у меня в голове, у меня в душе, а не та Москва, по которой ты идешь и можешь увидеть на театре букву Z, или когда люди просто боятся вообще что-либо друг другу сказать, потому что мы сейчас находимся здесь в безопасности, а многие политические активисты и политики, которые принципиально продолжают свою борьбу, знают, что их будут сажать и над ними будут издеваться, и они продолжают это делать. Это вызывает у меня уважение, но совершенно никакого желания повторять этот путь, потому что мне помогло, что вот работа с темой насилия, она мне очень хорошо дала понять, что от насильника нужно уходить. И одно дело, когда ты находишься на равных с кем-то, и ты можешь объяснить представителям твоей страны, государственной системе, что ты с этим не согласен, у тебя есть возможность и право говорить, что ты не хочешь проживать все это, весь этот кошмар. Другое дело, когда это абсолютно иерархичные отношения, и за любое твое неповиновение тебя наказывают и бьют. Я не вижу смысла, когда я годами говорила женщинам: уходите, да, это страшно, вы уходите в никуда, вы не знаете, что будет, вы не знаете, что будет с детьми, но это всегда лучше, чем сидеть и страдать вот в этом ужасе. Как я могу сама вести себя иначе, если я говорила, что нужно выбирать себя и не нужно превращать свою жизнь в ад? Огромное спасибо вам за эти слова, потому что мои подписчики, ну, большинство, конечно, меня поддерживают, но какая-то часть очень ждет меня почему-то в стороне, и чтобы я испытал за всю свою свободу слова обязательно все муки, которые я должен пройти, я должен обязательно сесть в тюрьму и так далее. Вот прям есть такие комментаторы прекраснейшие. Вот спасибо вам за эти слова для тех, кто не понимает, почему я не там. Подскажите, пожалуйста, что может заставить вас вернуться в свою страну? Ну, я скажу очень просто. Во-первых, я, честно говоря, не знаю, смогу ли я когда-то в России жить постоянно и думать, что это то место, где вот мой дом, грубо говоря, 365 дней в году. Я, конечно же, очень хочу, чтобы я всегда могла там находиться безопасно и приезжать в свой любимый город, но я думаю, что это может измениться только тогда, когда не будет десятков различных законов репрессивных, которые именно направлены не на какое-то абстрактное зло, а которые именно делают так, что я не могу проживать свою жизнь так, как я хочу. Я полагаю, что отмена такого ряда порядка большого законов может быть связана только с глобальными политическими изменениями в нашей стране. Когда и каким образом они произойдут, совершенно непонятно. Но ехать в страну, где при въезде у тебя должны отобрать телефон, проверить телеграм, потом ты должен ходить и бояться, вдруг ты будешь обвинен в дискредитации вооруженных сил, потом ты иностранный агент не потому, что у тебя есть иностранное финансирование, а потому что ты под иностранным влиянием, потому что ты посмотрел новый Netflix или что-то еще. Опять-таки, история про ЛГБТ, ну, которая просто запрещена теперь будет якобы, видимо, всем, но это тот дикий режим, в который совершенно не хочется возвращаться, потому что, когда ты находишься в нем, тебе нужно как-то объяснять себе самой, а почему это нормально, а почему это не так страшно, а почему... А если ты понимаешь, что все это чудовищно, то нужно с этим как-то бороться и противостоять. Как этому противостоять, мне непонятно, потому что я считаю, что одна из ключевых проблем, которая сейчас происходит в России с людьми, которые не согласны с решением президента, главнокомандующего, это то, что эти люди, миллионы этих людей, были всегда за все хорошее и всегда кричали, что они аполитичны. Им всегда казалось, что это там где-то, и что это их не касается, и не им это решать. Вот теперь за них решили, вот теперь у них нету действительно выбора, и, в общем-то,
чего они хотят или не хотят, уже не волнует никого. Хотя я считаю, что какое-то время назад, конечно же, уровень дискуссии был совсем на другой тональности. 24 февраля многие осознали, да, что что-то происходит не то. Я говорю про россиян, я не говорю про тех людей, которые занимаются общественной деятельностью, журналистов, тех людей, которые вообще внутри вопросов, политиков тем более и так далее. Но это ведь началось все гораздо раньше. И даже не в 2020 году, когда «Насилия нет» получила иноагента, и многие другие общественные организации получили иноагента. Как вы думаете, когда началось реальное вот это вот затягивание гаек, когда все пошло вот туда, где мы сейчас все оказались? Можно я скажу очень грустно, быстро, а потом передам слово тебе? Это как раз тот момент, когда у меня нет вообще никаких оснований быть позитивно настроенной и видеть это как-то позитивно. На протяжении всей истории Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации у нас никогда этого не было. У нас были какие-то зачатки, которые уже несколько раз люди воспринимали как данность. То есть что у нас произошло? Когда у нас пришли там советы, да, и пал имперский режим, многие права были задекларированы, их дали автоматом. И люди решили, ну мы за них не боролись, но есть они и есть. И они не поняли их значимость и ценность. То же самое произошло, когда развалился Советский Союз. Все провозгласили там свободы, все подумали, ой, как классно, теперь можно заниматься коммерческой деятельностью или потерять все свои накопления и предсказуемую жизнь. Но люди не поняли, что эти ценности — это действительно то, за что многие во многих странах просто воевали, умирали, и это очень дорого. И это нужно держать, это нужно холить, лелеять, и, в общем-то, на этом все зиждется. У российского общества никогда не было опыта жизни в системно свободной стране с работающими институтами и с планированием жизни. Поэтому то, что мы имели, оно действительно упало как глобальное изменение, и люди распорядились этой свободой так. Потому что, опять-таки, мне кажется, здесь вопросы можно задавать многим. И тем, кто пытался найти компромисс с государственной системой, и тех людей, которые ходили десятками и кричали про свободу политзаключенным, не понимая, что миллионы людей живут в таком ужасе, что они не понимают значимости свободы политзаключенных. Опять-таки, я это говорила не раз, но я считаю, что близорукость по отношению к семейной политике — это просто тотальная фиаско нашего общества, потому что никогда не упадут с неба независимый институт, независимые СМИ. Нужно говорить про детей, которые должны не бояться, что их ударят, чтобы они знали, что у них есть возможность выражать свое мнение, чтобы они знали, что они могут за себя постоять. У нас же очень иерархичное общество, даже среди тех людей, которые выступают за либеральные ценности, потому что считается, что вот есть там кровавый режим, вот с ним боремся, а все остальное, эту можно у себя на работе по заднице шлепнуть, ребенку можно сказать, рот закрой, это никого не волнует, эти ЛГБТ, повторюсь, вообще никого не волнует, кому не нужны. И вот с этого мы и начинаем, что те люди, которые боролись за глобальные изменения, делали это в их понимании, не скажу, что они умышленно делали что-то плохое, но в их понимании, вот в их очень таком классическом смысле, что такое свобода, потому что эти были свободы, которые только им как бы были нужны. Они не воспринимали другие проблемы, они не воспринимали разность общества, они не понимали, насколько человеку, которому реально нечего есть, не очень важно, кто с какими ленточками выходит. Банально скажу, в нашей стране до сих пор 150 миллиардов невыплаченных алиментов. Это матери-одиночки, которые не могут купить своим детям ботинки новые в школу. И никого это не волнует, когда огромное количество мужчин идут, делают себе левые справки с доходом якобы в 5000 рублей, ну, потому что это какие-то семейные разборки. Нет, это потом вырастают эти люди, которые готовы за 500 рублей продать свой голос на выборах, потому что им жрать нечего. Но считается, что нет, давайте вот нам всем упадут какие-то хорошие люди, и вот вместе с ними мы будем строить прекрасную и светлую страну. Так. Да. Нет, я с Аней полностью согласна по поводу того, что она говорит, что в России никогда не было, ну, за последние, во всяком случае, 100 с лишним лет, никогда не было такого, что люди действительно понимали, за что здесь можно сражаться. И мне кажется, это как в пирамиде Маслоу. Если у тебя не удовлетворены самые базовые потребности, нечего есть, ты не чувствуешь себя в безопасности, ты не чувствуешь себя в комфорте, тебе абсолютно до лампочки какие там гендерные права, политзаключенные, это все абсолютно не важно. И вот если отвечать на вопрос, вернусь ли я в Россию, если да, то когда и почему, то я, конечно же, не вернусь туда. И я думаю, что, скорее всего, это никогда не произойдет, потому что я супер пессимист. Еще 2 года назад я сидела, била себе пяткой в грудь и говорила, что я никогда не уеду из России, я там буду свет в аэропорту выключать, но я там останусь, лягу костьми на баррикадах. Но сейчас я поняла, что нет. Я так или иначе занимаюсь правозащитой 10 лет.
И в какой-то момент я поняла, что все, маску сначала на себя, потом на всех остальных. Я не знаю, насколько это может быть не очень уважаемая позиция, но я безумно уважаю тех, кто остался в России, осознанно остался и продолжил заниматься там активизмом, политикой, но я понимаю, что я больше так не могу, я хочу продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь, но делать это уже чувствую себя в безопасности, потому что здесь, в Грузии, когда я поняла, что я первый раз за много лет просто чувствую себя в безопасности все время. Я просто чуть не сошла с ума от этой мысли, потому что я осознала, насколько сильно вот эта фоновая тревога, когда ты дергаешься от всяких звуков на лестничной клетке, отнимает у тебя сил, ресурсов. Ты тратишь свою жизнь на то, чтобы просто сидеть и переживать, бояться за свою безопасность. Здесь этого нет. То есть мы не всегда двери на ночь в квартиру закрываем. То есть это абсолютно какое-то пьянящее ощущение свободы и безопасности. И я не думаю, что в России в ближайшие 5-10 лет что-то изменится. Это очень грустно, но я не вижу никаких перспектив для этого, потому что вот это самое общество, про которое раньше говорила Аня, оно, к сожалению, до сих пор не понимает, за что тут можно сражаться. Что не так? И, опять-таки, не будем забывать про принцип, которым пронизана тоже вся жизнь, что инициатива наказуема. Да, абсолютно. Что все, кто высовывается, все, кто открывает рот. И главное, я могу сказать за опыт своего преподавания в ВУЗе, откуда меня тоже изгнали за то, что я позволяла студентам больше, чем надо, и они могли без разрешения пойти в туалет, 20 с лишним летние люди. Проблема в том, что у нас люди, когда они пытаются что-то делать, они все время рассчитывают, что за них кто-то придет это сделает. Они считают, что вот люди наверху лучше знают, что там разбираются, чего я буду в это лезть, я в этом ничего не понимаю. А молодежь, которая выросла на том же, там, я не знаю, интернете, на тех же сериалах, которые лучше путешествовали, все такое, они реально намного свободнее, они уже не понимают, почему они должны жить как в каких-то там советских фильмах. И они сейчас как раз являются тем большинством, которое выступает против всей этой войны. Посмотрите, если на разбивке по возрасту, абсолютное большинство тех, кто выступает против, больше 60%. Это молодежь. Большинство тех, кто выступает за, это люди, которые говорят, вот нам нечего было жрать, вот мы видали эти времена, теперь и вы узнаете, что это такое. Как можно своим детям, внукам желать несчастий? Что за измученная психика у этих людей? То, что люди, которые жили и живут на территории Российской Федерации с поколения в поколение, были несчастными за очень небольшим процентом людей, которые были номенклатурой, которых то расстреливали, то не расстреливали, как повезет. Это люди, которые всегда боялись, потому что как только ты поднимаешь голову выше, тебе по этой голове прилетают, и все тебе говорят, не суйся, не высовывайся, сиди тихо и молчи. Не высовывайся, это прямо, да, это прямо чисто наша фраза, не высовывайся. Да. И до начала войны, в общем-то, это так работало, а сейчас так вообще. Конечно. То есть я заметила в тот день, когда приняли вот этот закон про дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, как, ну, вот в моих личных соцсетях просто в какой-то момент почти закончились сторис, потому что все там первые 2 недели, все мои там близкие, друзья, они постили, репостили то, что происходит сейчас с войной, и в какой-то момент это все просто прекратилось, потому что люди боятся. Ну, то есть страна, в которой тебе страшно просто сказать слово «война» и сказать слово «мир», ну, для меня это просто, я не знаю, это что-то совершенно страшное. И самое главное, еще не требовать от людей геройства, потому что действительно безопасность — это самое базовое. Почему я и говорю каждый раз, что насколько была близорука деятельность многих людей, которые занимались глобальными политическими изменениями. Они говорили про абстрактные свободы, не проработав вот этот базовый вопрос безопасности дома, домашнего насилия, выхода на улицу, боязни, что тебя ударят, что тебя изнасилуют. Вот с этим надо было сначала работать. И сейчас, конечно же, мы видим то, что у людей совершенно отсутствуют не только механизмы защиты, у них отсутствует естественный механизм отстаивания своих интересов, потому что они этого не умеют, и потому что, скорее всего, если они начнут что-то делать, им их ближайшие люди из любви к ним скажут, что они делают неправильно. Мы уже видим эти обращения, когда родители начинают детей бить и наказывать за то, что дети выступают против войны. Писать доносы. Да, но доносы — это немножко другая история, а я говорю именно про то, когда родители так боятся за своих детей, что они вот этим насилием, этим подавлением хотят в их понимании сделать благое для ребенка, его обезопасить. Потому что, вы, конечно, меня простите, но все гулаги были не так давно, а то, как сейчас все кричат про то, что не хватает Сталина на многих, ну, в общем, вся эта риторика абсолютно даже и следует. Дело в том, что
Конечно же, не все зависит исключительно от государственного управления. Но там еще Вольтер завещал, что вектор всегда задает меньшинство. И когда государственная машина заинтересована, чтобы люди были разные, чтобы люди были свободны, чтобы люди раскрывали свой потенциал во имя страны, во имя ее благополучия, получается одна история, когда многие люди, смотря на это, хотят в себе побуждать какие-то лучшие качества, учиться тому, что они не умели, получать новый опыт и раскрывать свои возможности. Когда же можно в себе просыпать все звериное, агрессивное и, в общем-то, силой прийти в другую страну и забрать там технику. Вот вчера я недавно читала про то, что какой-то парень обнаружил из Украины, что его AirPods находится, по-моему, в Ульяновске. Или до этого тоже была история, которая меня повергла в шок. Какой-то солдат украл Sony PlayStation, и в итоге он не мог зайти в аккаунт, потому что он был запаролен. И он, увидев имейл человека, которому эта приставка принадлежала, написал: «Эй, чувак, скажи мне пароль для входа, я хочу взломать, поиграть в приставку». Тот говорит: «Ты чего, совсем с ума сошел? Ты у меня ее украл, я тебе ее, естественно, не дам». Он говорит: «Да нет, мне деньги твои не нужны, я сам положу на счет, ты мне просто скажи, как зайти мне, чтобы поиграть». То есть тотальное непонимание, что происходит. Да. И сейчас, на самом деле, тоже действительно очень много поднималось разговоров по поводу вот вообще всю эту трофейную тему, насколько все дома советские напичканы трофеями с Великой Отечественной, с Второй мировой войны, и это все у нас как бы культивировалось в какое-то такое добытое с доблестью, и сейчас как бы люди себя ведут по этой же логике. Я прочитала одну историю, которая меня очень запомнилась, когда привезли какую-то вещь для маленького ребеночка вязаную, для того малыша, который был вот в советской семье. И почему-то на спине там была одна маленькая дырочка. И дырочка это была от того, что этого ребенка в Германии расстреляли, видимо, привезли эту вещь, и спокойно потом ее из поколения в поколение носил кто-то в Советском Союзе. И весь Советский Союз был пронизан колготками, трусами, посудой, мебелью. И все это было как бы не с негативной коннотацией, потому что пришли, победили, отобрали. Ну вот, в общем-то, то и имеем сейчас. Только не защищаемся, а нападаем сами. Уже к концу идем. Я каждого из героев вот этого цикла программы прошу посоветовать какие-то СМИ, которые необходимо читать зрителям. Это может быть YouTube-канал, Telegram-канал или еще что-то. Я со своей стороны хочу порекомендовать. Есть один прекрасный YouTube-канал, FemIs называется. Спасибо Там вышло большое. 11 серий классного проекта про историю феминизма. Как меняется жизнь феминистки, когда она становится матерью? Сколько сидеть в декрете, когда ей выходить на работу? Кормить ли грудью в общественных местах? И есть ли ответы на эти вопросы в фем-теории? Как раз этот проект делала Анна Ривина, очень рекомендую. Почему там очень мало просмотров, хотя проект просто нереальный, очень масштабный. Да. И поэтому я прям очень сильно советую. Перейдите, посмотрите, там есть разные тематики, может быть, что-то вам понравится. Спасибо огромное. Я действительно буду очень рада, если его посмотрит как можно больше людей. Но проблема в чем? Проблема в том, что мы его должны были выпускать еще до войны, когда еще были нормально работающие СМИ, был глянец, был план большого количества офлайновых мероприятий. И мы планировали там выкладывать постепенно. Сейчас, когда все в таком состоянии, нам уже было важнее это поскорее выложить, чтобы люди это увидели. Надеюсь, что количество так или иначе будет расти. И опять-таки мы создали нулевый канал, куда это выложили. То есть тоже это все очень сложно с точки зрения Ютуба. Но у меня была изначально идея делать такой формат лекций, ездить по стране и вот эти все вещи рассказывать. И только когда начался ковид, стало понятно, что стоит сделать это в формате видео. И сейчас, когда у нас уже десятки тысяч просмотров под 100 тысяч, я все равно понимаю, что в плане лекций мы бы никогда не смогли донести до такого большого количества людей. Поэтому так или иначе у меня личная победа уже есть. И очень важно, что мы хотели это все делать до войны, но потом мы были вынуждены еще доснять 11-ю серию про антивоенное женское движение, поэтому, возвращаясь к разговору про происходящее сегодня, тоже надеюсь, что это будет интересно. Я начну со своего списка, но мне кажется, плюс-минус все так или иначе читают одно и то же, но я не могу не сказать, как бывшая сотрудница телеканала «Дождь», что я безумно рада, что совсем недавно они с новым запалом взялись за дело, и сейчас мы можем тоже смотреть не только какую-то аналитику, не только какие-то экспертные мнения, но и смотреть новости с проверенным каким-то видео рядом и с актуальными комментариями, и мне кажется, что это очень-очень важно, я очень горжусь ребятами, что они нашли силы, и в сложном таком варианте, когда у них 4 разные студии в разных странах все это делают. Вот, так
конечно же, «Новая газета», которая тоже была вынуждена называть себя «Новой газетой Европы» и сделать новое издание, и продолжает это рассказывать. Я считаю лично, не только потому, что мы с Ингой любим и дружим с Таей Бикбулатовой, но «Холод» просто лучшие, которые просто с начала войны все это показывают, рассказывают. Вот. Мне кажется, что если взять этих трех, то все остальные так или иначе рядом подтянутся. А я расскажу про подкасты тогда. Первый называется «Кава Чай», его ведет Алексей Пономарев, российский журналист и редактор подкастов «Холода» как раз-таки, и украинская журналистка Анна Филимонова. Это просто потрясающий подкаст, который ведут два человека, у которых абсолютно, несмотря на то, что похожие взгляды на то, что война должна закончиться, но у них как бы совершенно разная оптика, и они как бы очень круто про это рассказывают, зовут крутых экспертов из России, из Украины. Второй подкаст, абсолютно великий подкаст, героическая работа русской службы BBC, который называется «Что это было?». Новостной подкаст, который с первого дня войны рассказывает только про войну. И причем, если там первые пару месяцев этот подкаст выходил каждый день, и он был непосредственно о том, что вот прямо сейчас происходит на фронте, что происходит в разных украинских городах, то сейчас это тоже по большей части аналитика от разных экспертов, истории людей, украинцев, истории там россиян, которые со всем этим столкнулись. Я очень люблю этот подкаст за то, что он всегда старается говорить с тобой через истории людей. Это, мне кажется, очень важно, потому что очень часто за всей этой военной аналитикой про сколько убитых, сколько танков подбито, теряются вот конкретные истории живых людей. И подкаст «Медузы», который называется «Что случилось?», тоже очень интересный, очень клевый, с разными экспертами. Естественно, сейчас вся повестка, она понятно какая, и там тоже очень много рассуждений о том, что будет с Россией в связи с войной, что будет с Украиной. Вот, поэтому я вот эти три подкаста, наверное, скажу. И, конечно же, «Медиазона». Я считаю, что «Медиазона» и «Холод» — это сейчас два главных издания в стране. Вот, и, конечно же, «Медиазону» надо читать и поддерживать. Всячески. Или уже вне страны, просто везде, да. Везде. Поскольку «Медиазона» тоже заявила, что теперь на английском языке будут делать, и будут делать не только на русскоязычную аудиторию, а продолжать рассказывать то, что происходит внутри России, чтобы об этом знали во всем мире, что, конечно, очень важно. Последнее слово я всегда даю своим гостям. Вы можете завершить этот выпуск так, как посчитаете нужным. Ой, я, наверное, скажу то, что я себе все время говорю. Это очень сложное время, очень легко просыпается агрессия, очень сложно справляться с теми эмоциями, которые происходят внутри, очень легко ранить людей, которые вокруг тебя. Надо стараться понимать, что любовь — это действительно важно, нужно стараться быть трепетными, чуткими к тем людям, которые вокруг, и нужно, не геройствуя, понимать, когда тебе тяжело, когда тебе нету сил пообщаться, нету сил поддержать, нету сил поговорить, есть потребность, наоборот, поговорить, есть потребность обсудить. Мне кажется, что сейчас очень важно стараться как можно лучше чувствовать себя, слушать себя и, конечно же, просто не делать подлости самого маленького. То есть если у человека нет возможности становиться героем, просто не делать подлости, не делать подлости в виде того, чтобы намеренно замолчать, когда просят об этом говорить, чтобы услышать, когда просят услышать, чтобы... В общем, равнодушие, оно действительно убивает, и мы сейчас это видим в глобальных масштабах. Это действительно очень страшно. Не в ущерб себе, но не становиться равнодушными, быть живыми и к себе, и к тому, что происходит вокруг. Потому что, с одной стороны, невозможно сидеть сутками смотреть новости, это разрушает. С другой стороны, решить, что я ничего не могу сделать, и я не хочу про это знать, и не хочу смотреть, это тоже, я считаю, очень-очень неправильно. Очень неправильно. Хотела тоже просто плюсануть Аня про все, что она сказала, потому что это действительно все очень важно сейчас. Вот. Ну и хотела бы просто сказать тем людям, особенно тем, кто остались в России и не могут уехать по разным причинам или не хотят уезжать, которым кажется, что они просто находятся в Мордоре, и все вокруг, значит, с буквами Z, и абсолютно зомбированные люди, наполненные ненавистью. Я понимаю, что в такой ситуации очень легко почувствовать, что ты одинок, что ты остался там, и никто тебе не поможет, и ты вынужден там находиться, и вокруг одни люди, которые таким, как ты, людям желают всего самого плохого. И мне кажется, очень важно помнить, что ты не один на самом деле, что даже если в такие моменты, как Аня сказала, всегда просто стараться находить кого-то, с кем можно это обсудить, искать какую-то поддержку от своих близких и друзей, и ни в коем случае не думать о том, что все люди в России так думают, что Путин — это Россия. Путин — это не Россия, Путин — это диктатор. А Россия — это куча самых разных людей, прекрасных, умных, талантливых, добрых, милосердных и так далее. И я верю, что однажды
все-таки у всех этих людей будет все хорошо. И не только у них, но и у всех остальных тоже, что, в общем, просвещение спасет мир. И поэтому, если у вас еще есть силы разговаривать с какими-то людьми, пытаться их в чем-то переубедить, то это здорово, если вы будете это делать. Возможно, это все произойдет не сразу, но Точно если просвещать люди будут, то эти 10 лет превратятся в 8, а то и в 5. Вот. Остается только надеяться.